Всем привет! Сегодня продолжаю тему поделки к Новому году. И сегодня я буду делать елочку, которая будет стоять на новогоднем столе. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Итак, нам понадобится для этой елки гофрированная бумага зеленого цвета, конфеты разного цвета. Я взяла так, чтобы были зеленые под цвет елки. Ну и как украшение желтые конфеты взяла. Конфеты желательно брать кругленькие, чтобы вот эти вот хвосты, они не нужны, запрятать потом под конфету, когда мы будем приклеивать. Вот так. Далее, саму бутылку шампанского, на которой мы будем примерять наряд, и клеевой пистолет, ножницы и, соответственно, бумагу, которая будет у нас как основа елки. Бумагу я беру типа ватман, у меня такой вот плотная бумага белая. Из этой бумаги делаю такой кулек, сворачиваем кулек, как для семечек. Вот так. И вырезаю по высоте бутылки. Так, чтобы можно померить даже на бутылку, где отрезать, вот, засунуть внутрь до конца и посмотреть, где у нас получается низ. Отрезаем. Для начала было, перед тем, как отрезать, подклеиваем этот угол. И отрезаем нужной высоты. Вот такой конус у меня получился. И за этой будущей елкой у нас будет на столе прятаться бутылка шампанского. Далее нам надо, соответственно, это украсить. Украшать мы будем конфетами и гофрированной бумагой. Для начала я порежу бумагу на квадратики. Вот у меня ширина тут примерно, я не мерила, но 7-8 на глаз сантиметров в сложенном виде. И вот так я нарезаю квадраты. Абсолютно на глаз, если там будет немножко больше ширина, ничего страшного нету. Нарезаю сначала вот так бумагу на такие, как полоски, а потом уже разрежу вот эти полоски. Ищу, где тут середина внутри. И теперь разрезаю. И у меня сразу получается много квадратиков. Квадратики приготовили, конфеты у нас есть. И теперь берем конус, основу елки, и тоже обклеиваем гофрированной бумагой. Приготовили. Вот так получилось. Далее начинаем украшать елку. Берем конфеты, наносим на край капельку клея и подворачиваем вот сюда, в эту сторону. То же самое проделываем с этой стороной фантика. Капельку клея и аккуратно подворачиваем вот сюда. В итоге у нас получается вот такая кругляшка. Берем квадрат из бумаги гофрированной, что мы подготовили. Наносим капельку клея и к серединке квадрата. Вот так. Дальше это приклеиваем к елочке. Вот так, к самому низу. Наносим клей. И приклеиваем.
Немножко придержали и берем следующую. Я буду чередовать. Теперь я желтого цвета конфету беру, подклеиваю, беру квадрат. И то же самое, капельку клея на серединку. Сюда клей. И рядышком вот эту бумагу вот убираю, чтобы не мешало. И рядышком вот конфете вот получается. Вот так. Приклеили. Берем дальше. Снова тут возьму зеленую. Эта бумага потом вот загнется вся вот сюда к конфетам, когда мы будем приклеивать, ну, все, следующий ряд тоже. Итак, приклеиваем по кругу этот ряд. Вот первый ряд проклеила, вот так получилось. Видите, бумага сразу сама приобретает форму, когда мы приклеиваем каждую следующую конфету, и становится вот в виде, такая пушистая в виде елочки. И так клеим до верха, то есть следующий ряд все точно так же. Берем бумагу, берем конфету и начинаем клеить следующий ряд. Единственное, что я сейчас буду стараться конфеты, ну тоже как получится, так как у нас сужается кверху елочка, ну буду стараться, чтобы между конфетами следующая была. Приклеила конфеты с бумагой вот до верхушки. Верхушку закончила такими вот тонкими полосками этой же бумаги, для того, чтобы можно было удобно здесь взять и одеть. То есть тут вверху я конфеты не приклеивала. То есть берем, снимаем и вуаля. Так, ну и закончим украшать. Вот эти все как бы иголочки, да, из бумаги можно вот таким вот образом немножко примять. Они приобретут более такой растрепанный вид, колючек. Так, дальше я брала конфеты, вот у меня много зеленого цвета, ну то есть как ветки, да, и немного конфет там желтый и золотой цвет. Ну я так захотела. Скажу почему, потому что я хочу добавить еще как украшение бантики. Можно в принципе взять было конфеты разных цветов и ну были бы как шары, но хочется, чтобы было разнообразие. И вот именно на некоторые зеленые конфеты я добавлю бантики из вот такой вот проволоки. Продается она тоже в магазинах, там где все к Новому году. Это для елочных игрушек. Ну, я так понимаю, как подвески используют. Я делаю бантики из этих штук. Вот таким вот образом. Сворачиваю, вот как петельку делаю. Затем вторую. Вот так сюда. Вот. Формирую бантик. И закрепляю бантик вот этим длинным хвостиком. Оборачиваю вокруг серединки. Сейчас. Вот так. И получается такой красивый маленький бантик. Вот эту вот лишнюю длину хвостик отрезаю просто. Делаю так, как мне хочется.
И дальше приклеиваю на зеленую конфету. Вот так. То есть добавляю бантики на елку, добавлю. Верхушку я сделаю из вот таких бантов. Они продаются, ну вот, упаковочками тоже. Декоративные всякие штуки для праздника. Здесь я лишнюю проволоку убираю. Вот так, срезаю. Использовать буду 2 бантика. Тут хорошо поджимаю для начала. Так. И теперь приклеиваю 2 бантика вот так на верхушке. Один напротив другого. И у нас получается вот такой вот бант с 2 сторон. Тоже поправляем. Так. И то есть я еще приклею по елочке вот такие бантики. И по некоторым зеленым шариком, потому вот у меня много именно зеленого цвета конфет. Вот такой вот тоже снежок продается декоративный в магазинах, где все для Нового года. И вот, к примеру, вот тут бантик, да, тут вот зеленая конфета, я сюда снежок нанесу. Вот так, беру щепотку, клей нанесла и прикладываю. Лишнее потом убираю. Вот. И у нас будет елочка такая вот как бы со снежком. Будет повеселее и поинтересней. Итак, это все сейчас завершаю. Заканчиваю проклеивать снежок и бантики. Вот такая елка получилась. Я доклеила бантики, приклеила еще бусы, добавила декоративный и снежок. И вот так. И еще какой момент. Можно, я специально вот часть елки оставила так, а часть елки, вот как видите, вот такие более острые кончики. То есть тут на выбор можно вот сделать вот так. То есть более острые иголки получаются. А можно сделать вот так, просто оставить. Тут уже смотрите, как кому нравится. Вот такая красивая декоративная елка на стол с сюрпризом получается. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Делайте тоже, добавляйте свои идеи к тому, что я показала. Творите. Поделитесь этим видео с друзьями, чтобы тоже люди могли сделать такую красоту, такое украшение на новогодний стол. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. Там уже сейчас, до того, как видео выйдет на YouTube, фотографии елки полетели. И вы уже можете знать, что скоро будет на моем канале. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видео. Всем спасибо! Пока-пока!